Всем здравствуйте и спасибо за то, что вы заглянули на мой канал. И сегодня мы с вами затронем очень важную тему, почему нужно завтракать. Поэтому оставайтесь со мной до конца, досмотрите это видео и напишите, оставьте свои комментарии под этим видео потом, захотите вы завтракать после этого просмотра или нет. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог, нутрициолог, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и автор книги «Гармония и счастье через осознанное питание». Итак, что же с нашим организмом происходит? Я знаю, сейчас на просторах интернета очень такие противоречивые мнения о том, нужно завтракать или нельзя завтракать, или лучше его отодвинуть. Сторонники интервального голодания, пожалуйста, на меня не обижайтесь. Я ни в коем случае не собираюсь вас переубеждать. Я просто-напросто хочу сказать немножечко о физиологии нашего организма. Это все очень будет просто и легко. Интервальное голодание, оно также показано во многих случаях, но оно должно быть исключительно под присмотром врачей. Итак, утром, когда мы просыпаемся, у нас должен быть аппетит, как в детстве. Аппетит – это первый признак того, что ваш организм прекрасно работает, он здоров. Заметьте, если кто-то из вас когда-то был в больнице или в госпитале, осмотр врачей всегда начинается с вопроса, есть ли у вас аппетит. Поэтому аппетит – это прекрасное чувство голода, которое нужно утолить. Если у вас сложилась такая ситуация, что вы не успели по каким-либо причинам сегодня позавтракать, вы убегаете в последнюю секунду, выбегаете из квартиры, садитесь в машину, попадаете в пробку, опаздываете на работу, естественно, вам не до еды, а кушать-то хочется, вы ощущаете какую-то слабость организма, у вас может быть даже какое-либо головокружение, а покушать нет возможности. Вам нужно проверить вашу электронную почту, ответить на нее. И вот потом, наконец-то, у вас появляется возможность скушать ваш завтрак а-ля обед. И вы приступаете с удовольствием к своей трапезе. И очень удивительно для вас, что вы, начиная кушать вроде бы очень правильные продукты, но вы не ощущаете чувство насыщения. Это связано исключительно с тем, что вы своему организму с самого утра не дали все микроэлементы, витамины, клетчатку. Вы ему чего-то не додали, а наш организм – это самый умнейший компьютер в мире, вы понимаете. И, естественно, организм дал выброс инсулина, ваш сахар в крови снизился, вы поели, чувства насыщения нет, и вам нужно чем-то закусить. И вы начинаете что? Искать. А что хочется? У вас потребность, вам нужно поднять сахар в крови. Вам захочется обязательно что-то сладкое, мучное. А это такие продукты, как какая-то плюшка, или пирожное, или сладкий кофе, или сладкий чай с печеньем. А во всех мучных продуктах, как правило, входят такие ингредиенты, как трансжиры и сахара. И, конечно же, это быстрые углеводы. И у вас начнется вот эта самая цикличность, о которой я не перестаю говорить. Вы съели, на 15-30 минут у вас настроение как бы повысилось, получше у вас. Но, опять же, сахар падает, и вам опять захочется кушать и чего-нибудь сладенького. То есть завтрак – это является как бы балансом вашего питания и гарантом того, что вы не будете перекусывать постоянно неправильными продуктами после обеда, заедая стресс, и также не будете срываться, не будете голодны вечером после работы. Это очень важный момент. Еще одна причина, почему я всегда советую кушать завтрак, это наш желчный пузырь и работа желудочно-кишечного тракта. Когда мы просыпаемся, хотите вы того или нет, наш желчный пузырь всегда
полный. Я не врач, но мои программы и школу, курсы проходит неимоверное количество врачей, гастроэнтерологов, диетологов, особенно большое количество этих врачей из Америки. Так вот, я всегда с ними консультируюсь, мы обсуждаем такие темы, и они, делая УЗИ полости, брюшной полости, да, это УЗИ делается всегда натощак, на голодный желудок. И невзирая на то, в какое время пациент пришел на УЗИ, пусть это будет 7 утра, 10 утра или 2 часа дня, их желчный пузырь всегда полон. И почему это происходит? А потому что выброс желчи автоматически происходит рефлекторно на прием пищи. И желательно, чтобы эта пища была насыщена жирами. То есть вы съели, к примеру, жирный творог с какими-то фруктами, или же какой-то другой, не знаю, салат или омлет с салатом, который полили оливковым маслом. Желчь сразу же начинает выброс, желчный пузырь сокращается и выводит ту самую желчь вместе с плохим холестерином. Про холестерин мы с вами поговорим в другой раз обязательно. А если у вас происходит застой желчи, то вы сами понимаете, что это приводит, конечно же, к камням в желчном пузыре. Обязательно посмотрите мое видео, вот ссылочка, о камнях в желчном пузыре. Очень полезное видео. То есть мы должны обязательно кушать завтрак для того, чтобы не было застоя желчи, для того, чтобы наши органы работали нормально. Еще такая причина, почему я советую вам кушать завтрак. Когда мы просыпаемся утром, мы после принятия душа, естественно, попадаем в нашу прекрасную кухню. И в этой кухне могут витать прекрасные, чудесные ароматы со вчерашнего вечера, когда вы делали ужин, или же сейчас вы будете делать завтрак своим детям, и все это благоухает, и ох, как это прекрасно пахнет. Наш организм умный, естественно, вырабатывает желудочный сок. Желудочный сок – это очень агрессивная такая субстанция, которая, вы сами понимаете, концентрация высочайшей кислоты. И если вы на голодный желудок нюхаете вот эти все ароматы, делаете ланч своим детям и ничего при этом не едите, то эта кислота, желудочный сок, начинает поражать нашу слизистую. И это ведет, конечно же, к каким болезням. Это может быть эрозия, это может быть поражение слизистой, это может быть гастрит. И, конечно же, это ведет к язве желудка. Поэтому очень и очень важно кушать. Еще такой психологический момент. Когда вы пропускаете завтрак, то помните мое видео про спорт? Посмотрите. Это немножечко тот же самый такой эффект. Когда вы тренируетесь очень много, вы думаете, ну я же такая молодец, мне теперь можно больше скушать. То же самое здесь. Когда вы пропускаете завтрак, и вы такая голодная, вам так хочется чего-нибудь съесть еще, вы себе можете на подсознании как бы понять, окей, я же пропустила один прием пищи, то есть я могу съесть 2 порции. И это опять же ведет к набору веса, мои хорошие. И ваш вот этот будет стиль правильного, нормального питания меняться. Почему? Потому что вы будете набирать вес, будете терять мотивацию и будете грустны и печальны. Поэтому, проснувшись, пожалуйста, всегда находите время для завтрака. Если у вас маленькие дети, вставайте на 30 минут раньше, на 15 минут раньше. Я так всегда, кстати, делала, когда у меня детки были маленькими. И скушайте хоть что-нибудь, хоть какой-то перекус, завтрак. Если у вас нет аппетита, как я говорила в начале, съешьте хотя бы кусок хорошего жирного сыра. Выпить немножко чуть-чуть водички теплой, как я всегда рекомендую. Потом сделайте себе вкусный кофе и маленький квадратик сыра скушайте вместе с этим кофе, с вашим любимым ароматным, и ваши все процессы организма уже начнут работать, все запустится, и вы будете получать все витамины жирорастворимые, будут хорошо усваиваться, микроэлементы. И приехав на работу, вы можете скушать какой-нибудь перекус, и потом, как я вам всем советую и учу, вступайте в этот режим питания. Так что находите время, не ищите отговорок и делайте свои выводы. Ну а
В следующий раз я, наверное, запишу для вас видео про холестерин. Как нужно снизить холестерин в домашних условиях без статинов, без таблеток. Напишите, пожалуйста, под этим видео, будет ли вам такая тема интересна, и я обязательно для вас его запишу и открою эту тему. Ну, а на сегодня большое вам всем спасибо, что вы были со мной. Спасибо моим новым подписчикам, становится у меня все больше и больше. И я искренне рада, что вы у меня все есть, и вас у меня становится все больше и больше. С вами была любящая вас Виктория, которая желает вам всем крепкого здоровья, счастья, любви, хорошего настроения, стройности. До новых встреч. Пока!